Столовые салфетки. История и факты. Каждый человек, наделенный даром воображения, может совершать путешествия во времени. Достаточно оглянуться вокруг, выбрать какой-нибудь самый обычный предмет и задуматься, откуда он к нам пришел и как он выглядел 100 или 200 лет назад. Первые заметки об использовании столовой салфетки берут свое летоисчисление 3500 лет назад. Здесь столовая салфетка являлась нам в прообраз фиговых листочков, которыми рабы вытирали руки и лицо своих господ. Древний Рим. Здесь изготавливались столовые салфетки из алебастровых волокон и были очень дороги. Поэтому пользоваться такой салфеткой в то время могли лишь богатые и знатные особы. Очень долго такими салфетками пользовались и греки, и правители восточных государств. И лишь на границе старой и новой эры римляне открыли для себя полотняные салфетки. Такие салфетки начали украшать вышивкой с различными узорами и вензелями, с инициалами хозяев дома. В Японии и Китае столовые салфетки изготавливали из рисовой бумаги. Их носили с собой, и чтобы вытереть губы или руки, сначала разминали. Использованную бумагу просто выбрасывали. А в некоторых восточных странах салфетки заменяли тонким лавашем. Европейская мода на салфетки развивалась благодаря мужчинам, вернее их усам и бородам, которые нуждались в дополнительном уходе во время трапезы. Итальянцы первыми закрепили правила использования столовой салфетки во время приема пищи. А в эпоху Возрождения салфетка вместе с прочими достижениями науки и искусства распространилась далее по Европе. Для этого обязательного атрибута застолий использовали дорогие прочные ткани, их расшивали тесьмой и золотом. Каждая страна стремилась создать свой стиль в оформлении застолий, где салфеткам отводилась не последняя роль. Мода на столовые приборы менялась, а вместе с ней и внешний облик столовых салфеток. После начала промышленного производства фарфора в 1710 году салфетки стали делать из легких тонких тканей и кружев. Именно тогда появилось искусство складывать их в разные фигуры. На Руси вместо салфеток всегда пользовались рукавами одежд или полами скатерти. И продолжалось так почти до 18 века, пока Петр I не прорубил окно в Европу. Своим указом он ввел столовые салфетки в обязательный повседневный обиход русской знати. В 1729 году в книге по этикету было дано указание, как и для чего следует использовать столовые салфетки. Для вытирания губ, рта и пальцев, если они испачканы жиром. Для вытирания ножа перед разрезанием хлеба. Для очистки ложки и вилки после использования. Если пальцы слишком грязные, для начала вытрите их об хлеб, чтобы не использовать много салфеток. Из всего перечисленного выше современный человек не может воспользоваться ни одним из пунктов. Еще в начале века тканевые столовые салфетки было принято вешать за воротник, а сегодня в изысканном обществе это сочтут верхом неприличия. Современную тканевую салфетку можно лишь расстелить на коленях, чтобы защитить одежду от капель и крошек. А для всего вышеописанного правильно использовать бумажную. Бумажные салфетки появились лишь в начале 20 века, когда после Первой мировой войны компания Kimberly-Clark вынужденно начала конверсию. Чтобы избавиться от запасов целлюлозной ваты, которая ранее шла на изготовление противогазных фильтров, повязок и набивки спасательных жилетов, было решено начать производство бумажных салфеток. В начале века тканевые столовые салфетки были несколько больше, чем современные. Словарь Даля, например, помимо привычного нам определения, салфетом называет цветную скатерть для небольшого чайного столика. Во время революции и гражданской войны столовая салфетка на некоторое время исчезла из обихода, как и многие другие атрибуты аристократической роскоши. Но уже во времена НЭПа, новой экономической политики, интерес к красивой сервировке стола возродил столовую салфетку к жизни. Материалы современных салфеток могут быть самыми разнообразными. Размеры обеденных салфеток чуть больше 35 или 45 см. А чтобы выпить чашечку чая или кофе, за маленьким столиком обходятся салфеткой всего 25 см. Салфетки обязательно крахмалят и разглаживают, чтобы иметь возможность удивить гостей умением создавать различные фигуры. И порой, глядя на изысканно накрытый стол, сложно представить, что предками этого великолепия были обычные фиговые листочки. В
всем моим зрителям спасибо за внимание к моему каналу LT Denis Facts. Если вас заинтересовали мои видео, подписывайтесь на мой канал и включайте оповещения возле кнопки подписаться, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов.